Доброго времени суток, друзья, с вами НС, и это полная контра, уже аж целый 10-й, фактически юбилейный выпуск. Этот выпуск будет посвящен Templar Assassin. Сила Templar Assassin заключается в 4 пунктах. Первое – это ее мощь 1 на 1 в миде. Второе – огромный физический урон. Третье – рефракшн, который часто становится проблемой. И четвертое – сила в лейтгейме. Давайте по порядку и разберемся. Темпларка – один из сильнейших героев в миде. У нее очень много урона за счет рефракшена, и гангать ее крайне тяжело, опять же из-за рефракшена. Если Темпларка очень сильно побеждает в миде, то она может стать настоящей проблемой. В общем-то, из-за этого она и становится обычно проблемой. Популярные мидеры типа SF, Лины, Зевса, Тинкера, Пака или Инвокера толком ничего не могут ей противопоставить. В итоге она фармит вагон денег и становится настоящей машиной для убийства. Однако существует набор персонажей, которые доставляют Темпларке огромное количество проблем в миде. Эти герои — Вайпер, Obsidian Devour, Бэтрайдер, Виномансер и Джакира. Вайпер заплевывает Темпларку до смерти, сбивая рефракшн и не дает хорошо фармить за счет своих замедлений и большого радиуса атаки. Девауэр к 3-му уровню лишает Темпларку всего монопула. В итоге она вообще не может пользоваться рефракшеном и становится слабым и очень уязвимым противником. Бэтрайдер постоянно вешает на Темпларку напалмы. Если Темпларка чуть-чуть задумается или сыграет неосторожно, Бэтрайдер может ее без проблем сжечь. Против Бэтрайдера Темпларке приходится играть очень осторожно, а она такого не любит. Веник чем-то похож на Вайпера. Он несколько хуже, зато с ним Темпларку достаточно просто гангать, а значит ей снова приходится играть аккуратно. Джакира имеет бесплатный нюк Liquid Fire, которым он постоянно плюет в Темпларку. Рефракшены улетают очень быстро, к тому же у Темпларки замедляется и скорость атаки. Фармить ей становится крайне некомфортно. Джакира, плюс ко всему, еще и пушит линию Темпларки, постоянно отнимая драгоценные жизни у вражеской вышки на миде. Есть еще пара героев, которые для мида не очень стандартны, но против Темпларки они крайне хороши. Это Акс и Дарксир. Акс с Дарксиром просто бесконечно бычат на Темпларку. Ей постоянно приходится терять рефракшены от щитов или каунтер Хеликса. Линия постоянно пушится в ее сторону. Из-за этого Темпларке приходится забирать крипов под своей вышкой, что несколько тяжелее, чем просто на линии. К тому же проверять руны в такой ситуации Темпларке будет намного сложнее. Несколько хуже, но терпимо. Против Темпларки в миде могут постоять Queen of Pain, Лишрак, Варлок, Эмбер Спирит и Хускар. Пару слов о Хускаре. Несмотря на то, что он очень хорошо выбивает из Темпларки рефракшены, сам он крайне уязвим к ее урону. В итоге эта битва очень спорная и может окончиться как в одну, так и в другую сторону. Ну что же, с мидерами разобрались, теперь переходим ко второму пункту – огромный физический урон Темпларки. За счет рефракшена и мелда Темпларка вносит чудовищный урон физикой. Если вдобавок она купит дизолятор, то ситуация становится еще хуже. Против Темпларки очень желательно соблюсти 2 пункта. Во-первых, правильные артефакты. Старайтесь покупать все, что дает армор. Владмир, Смека, Кераса, Шива, само собой медалька, а еще лучше Solar Crest. Если вы саппорт, то обязательно приобретите Ghost Scepter. Темпларка почти никогда не покупает диффуза, а значит мы останемся неуязвимы к ее урону на целых 4 секунды. Во-вторых, пикайте на разнообразные позиции героев, которые могут увеличить защиту вашей команды. Это может быть кэрри или саппорт Свен, который крайне хорош за счет Варкрая. Отличным выбором будет Дазл за счет своего ультимейта. Omni-Knight тоже хорош. Он попросту дает неуязвимость к физическому урону на некоторое время. Неплохим выбором будет и Лич. Его Frost Armor не только дает защиту, но и снижает скорость атаки и передвижения цели. Темпларка от природы не очень мобильный герой. Дополнительные замедления сильно бьют по ее эффективности. В случае игры на Чене или Думе вы можете переманить или скушать лесного огра. У него тоже есть очень недурственный армор, только не забывайте вешать его на союзников. Частой ошибкой в игре против Темпларки является отсутствие хоть чего-нибудь из вышеперечисленного. Именно в таком случае герои начинают лопаться от ее урона за несколько ударов. Третий пункт программы — рефракшн. Мы уже коснулись этой темы, когда обсуждали эффективных мидеров. Однако очень важно иметь героев и на других позициях, которые могут быстро сбить Темпларке рефракшн, чтобы она опасалась этого абсолютно по всей карте.
Здесь важным моментом является иметь хотя бы одного такого саппорта, потому что саппорты – излюбленная еда темпларки, если они не могут за себя постоять. И здесь снова эффективны Джакира, Лишрак и Виномансер, взятые на роль саппортов, а также Огр Макс со своим Игнайтом. Один такой саппорт плюс один саппорт с хорошим станом, и темпларка становится не опасна, по крайней мере до покупки БКБ. Примеры комбинаций: Джакира и Огр, Лишрак и Рубик, Виномансер и Вич-Доктор. Если играем на кэрри позиции, то неплохими героями будут Дум, Гира, Сларк, Вайпер, Эмбер и Бристлбэк. Чуть хуже Тини и Лансер. Эти двое могут не успеть нафармить нужных артефактов, но если смогут, то темпларка для них совсем не страшна. Старайтесь избегать дохлых персонажей, которые не могут сбивать рефракшн, то есть исключаем Дроу Рейнджер, Клинкса, Антимага, Луну, Разора, Рики, Фантомку и подобных. Им нужен целый вагон предметов, чтобы сражаться с темпларкой, а темпларке, чтобы убивать их, нужен лишь блинк. Последнее — это битва с темпларкой в лейте. Многое из вышеперечисленного перечеркивается, если темпларка все же чувствует себя в игре неплохо и покупает себе БКБ. В таком случае она просто прыгает на любого героя, включает БКБ и начинает его очень больно избивать. Против подобных персонажей, как темпларка, крайне желательно иметь какого-то героя, который может фиксировать цель в БКБ. Идеальный вариант — это Бистмастер. Он не просто фиксирует темпларку на месте, но и замедляет ее кабанами, при этом достаточно быстро снимая с нее заряды рефракшена и снижая ее мобильность. Другие герои, которые могут быть эффективны: Shadow Demon, Winter Wyvern, Bane, Магнус, Enigma, а также Акс и Бэтрайдер, о которых мы говорили выше. Старайтесь иметь хотя бы одного такого героя против темпларки, а еще лучше парочку. Тогда даже с БКБ она не будет проблемой. Особенно эффективна Виверна. Помимо стана через БКБ, у нее есть еще один полезный скилл — Cold Embrace, который накладывает на цель полный иммунитет к физическому урону. Это была полная контра номер 10. Надеюсь, что теперь с темпларкой у вас будет намного меньше проблем. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был НС, всем пока!